Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Здесь мы изучаем русский язык, я рассказываю о грамматике, о новых фразах и о том, как живут русские, какие у них традиции, праздники, обычаи и так далее. Сегодня в видео мы будем говорить про слова слушать и слышать. Слушать, слышать. Слушать, слышать. Слова, да, похожи, и они звучат похоже. Всего-то разница в одной букве, но это разные слова. И важно понимать, какая между ними разница. Ну что? Давайте узнаем. Даже русские часто говорят: да, я тебя слышу, даже не задумываясь о том, что существует разница между словами слушать и слышать. Слушать означает способность воспринимать звук, а слышать – это слушать и понимать, о чем идет речь. Можно сидеть и слушать лекцию. Да, вы просто ее слушаете. Но когда вы говорите «я слышу, что говорит лектор» или «что говорит преподаватель», значит, вы не только воспринимаете звук, но вы и понимаете, вы связываете его слова. Ну, если лекция трудная, то, конечно, может быть, что вы не все понимаете, но вы думаете. Вы начинаете включать мозг, когда вы слышите. Давайте еще пример. Учитель говорит: дети, на уроках надо внимательно слушать учителя. Что это значит? Это нужно тихо сидеть, не говорить, не мешать учителю вести урок. Вы просто должны воспринимать звук. А дети после урока могут сказать: мы не слышали вопросы учителя. Это значит, что звук они воспринимали, но они не знают, какие вопросы задавал учитель. Итак, слушать – это физическое состояние, часто неосознанное. Слушаете вы неосознанно, и от вас не требуется сосредоточенности. То есть это такое некое пассивное действие. Слушать нам помогает орган чувств, который может работать хорошо, плохо или не работать. Кстати, людей, которые не могут слушать, мы называем глухие. Глухой человек, глухой мужчина, глухая женщина, глухие люди. Или, если есть проблемы со слухом, то это слабослышащие. А вот слышать – это активное действие, это осознанное, продолжительное действие. И когда вы слышите, вам необходимо анализировать и адаптировать полученную на слух информацию. Давайте сравним. Да, я тебя слушаю. Или я тебя слышал. В первой ситуации глагол просто ориентирован на процесс. А вот во второй фразе на результат. Я слышал, что ты сказал. Я понял. Я это у себя в голове оставил. И, конечно, важно и слушать, и слышать, чтобы пытаться понять, о чем говорит собеседник. То есть вы не можете просто слышать, если у вас нет этого процесса, когда вы слушаете. И давайте еще несколько примеров со словами слушать и слышать. Почему вы хотите слушать классическую музыку, занимаясь йогой? Может, мы просто не хотим слушать друг друга, потому что это нам неудобно. И глагол «слышать». Каждому человеку приятно слышать слова поддержки. Скажите что-нибудь поинтереснее. Я это уже слышал много раз. И в конце важная информация. Слушать – это несовершенный вид глагола. Imperfective. Послушать – perfective, совершенный вид. Также и слышать – несовершенный вид глагола, imperfective. И услышать
perfective – совершенный вид глагола. Вот это формы этих глаголов. А сегодня все. Надеюсь, это видео было вам полезным. И теперь вы точно понимаете разницу между словами слушать и слышать. Подписывайтесь и давайте общаться в социальных сетях. А сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи.